Привет, мир и его слушатели! С вами Кео, друг и сосед по голове. Вы на подкасте «В одной комнате», где я рассуждаю о том, как можно сожительствовать нескольким персонам в одном теле. Это тульпы, альтеры и другие спутники. Это феномен плюральности, и здесь я разбираю частые вопросы и сложности, с которыми сталкиваются системы. Рекомендуется слушать вместе со своей внутренней командой, ведь наши мнения могут отличаться. А мы будем начинать. Собираемся в одной комнате. Этот эпизод вдохновлен группой равной поддержки для плюральных «Меня слышно». В ней мы с участниками задаем вопросы и делимся опытом в безопасной обстановке. Если откликается, ссылка в описании. Эпизод 21. «Хочу быть как вы». О роли популяризаторов. Плюральность — тема, которая не так хорошо освещается. Поэтому любой ролик, интервью или книга может привлечь много внимания. Возникает вопрос, какую цель преследует автор? Поделиться опытом, рассказать о тульпах, да и паранормальном, или просто осмыслить свой путь. Некоторые монетизируют контент, создают продукты, предлагают наставничество, и для части зрителей плюральность выглядит как выход из своей ситуации, как слово, которое давно искали. У скептиков же возникает сомнение, а не ради ли денег все это, или же не похоже ли это на культ? Сегодня я хочу поговорить именно об этом. Авторитет, ответственность и страх ошибиться. Кем является популяризатор? Это человек, который делает узкую тему понятнее для широкой аудитории. Объясняя простыми словами и делясь опытом, это не обязательно эксперт, а скорее энтузиаст. Поэтому в эту категорию попадают и непубличные персоны. Когда я помогаю новичкам на сервере, в личных беседах, иногда чувствую себя человеком, к которому идут за ответами, этаким мудрецом. Это приятно. То, что стало привычным для нас и моей ментальной семьи, может оказаться важным открытием для кого-то. Иногда ответы на такие вопросы находятся сразу. Иногда приходится спрашивать у других, слушать их мнение или же копаться в статьях. В этом мне отчасти помогает мой же блог в Телеграме, который изначально был для подкаста, но превратился в своеобразный архив. Вместе с такой ролью просветителя растет желание звучать достоверно, а с ним и страх ошибиться. Так незаметно мы становимся популяризаторами, даже если особо не стремились к этому. Когда личный опыт превращается в просветительство. Многие плюралы создают блоги, подкасты, чаще всего для себя, чтобы навести порядок в голове, отследить динамику системы, найти отклик у других. Это больше похоже на публичные дневники, чем на бизнес-стратегии. Но даже в таком личном ключе говорить о множественности — это по-своему просвещение. Оно происходит не потому, что специально учимся, а потому что хочется звучать достоверно, и поэтому балансируешь между тем, как у вас лично в системе и как в целом у феномена, или же у других. И часто хочется раскрывать именно плюсы такого бытия. И для некоторых такой способ жизни кажется привлекательным. Это история про внутреннюю опору,
про то, что вы никогда не будете одни, про внутренний диалог, какой бы он ни был. И для уставшего слушателя плюральность может звучать как решение всех проблем. Поэтому и появляется фраза «хочу быть как вы, научите». И спрос на инфопродукты, как, например, гайды по тульповодству, либо же наставничество. Я лично чаще вижу как волонтерскую такую помощь, но и бывает за символичную сумму. Что для меня нормально, просто есть свои подводные камни. Об этом далее. Зависимость, культ и то, чего мы боимся. Этот раздел может быть триггерным. Позаботьтесь о себе. Или же пропустите 5 минут. Иногда появляется идея вести наставничество. Бежать тех, кто только начинает разбираться. Желание естественное, но динамика наставник-ученик имеет свои риски. Может возникнуть зависимость. Ненамеренная, скорее человеческая. Ученик, бывает, ждет готовых решений. Ведь наставник кажется мудрее, чем они сами. Иногда могут бояться возразить и ошибиться. Тема табуированная, и поэтому мало кто захочет обсуждать такое с психологом, отчего может возникнуть такая замкнутость. Поэтому важно заводить друзей хотя бы с тем. Либо же те, кто будут нейтрально относиться к теме и спокойно слушать все подозрения, если что-то не так. С другой же, сам наставник иногда ловит себя на желании быть всегда опорой. Это может быть из чувства долга, потому что ты же назвал себя учителем. Вот отвечай в час ночи на вопросы. Либо же из-за того, что хочется повлиять на этот мир и насаждать и дальше свои убеждения. Ведь они уже помогали, значит, помогут и дальше. По крайней мере, это я себя на таком ловил и вовремя одергивал. Здесь важна интервизия с другими подобными наставниками. Далеко не у всех есть образование педагога или психолога, поэтому нет и супервизии, чтобы проверить себя и свои знания, или же безопасного пространства, где можно высказаться о сложных ситуациях. Поэтому роль наставника может пугать. Иногда действительно получается помочь, но брать ответственность за чужую жизнь невозможно. Со стороны такие отношения выглядят однобоко, будто бы есть один человек, который точно знает, как разговаривать со спутниками, слышать альтеров, форсить тульпу, и те, кто ему верит и пытаются делать так же. Поэтому логично созревает вопрос. Плюральность — это новая секта какая-то? Давайте разберемся. Исторически это слово не было негативным. Оно означало просто школу, фракцию, партию, что-либо еще. Любое собрание людей, объединенных общей философией. Но сегодня под тоталитарной сектой понимают организацию. Кто-нибудь знает плюральную организацию? Хоть какую-нибудь? Возможно, TPA, The Plural Association. Но они не то чтобы многие системы знают и в курсе. Я при этом не могу отрицать, что какие-то закрытые организации есть и могут иметь признаки секты. Но от этого нельзя все равно найти единого лидера, вокруг которого бы собирались фанаты плюралы, и только вот в его организации они бы и существовали. К сожалению или счастью, это не так, и плюральность существует в разных отдаленных точках мира как независимое явление. Оно может объясняться культурой, спиритизмом или же психологической практикой, а может быть и диагнозом. И от этого сложные слова не должны казаться странностью или же причиной называть какую-либо группу сектой. Потому что четкого лидера может и не быть, а те, кто есть, это подобные
Просветители, о которых мы говорили ранее, слова придумываются, по сути, народным путем, и какие-то из них приживаются, а какие-то нет. Какие-то могут означать примерно одно и то же, и от этого возникает путаница. Здесь нет какой-то единой структуры, без которой по определению секты не может существовать. Это мои предположения, исходя из опыта наблюдения, и как за той же TPA, за собой или же другими блогерскими какими-то комьюнити. Возможно, я лично в них так сильно не погружался, но, на мой взгляд, любая группа может обладать чертами секты, и тут нужно разбираться в частном порядке, а не называть все явление, множественность или плюральность, как угодно, деструктивным мышлением. Хорошо, плюральность — это движение? Отчасти на этот вопрос я уже отвечал в одном из своих постов. В каком-то смысле да, люди добровольно объединяются, открыто говорят о себе, делятся опытом множественности и снижают стигму. Общество начинает их замечать. Но опять-таки здесь нет единой организации. Да, я публикую какие-то статьи из частных сообществ, но в них нет внутренних рангов, к которым можно было бы перемещаться и стремиться, общей доктрины или же борьбы за власть. Повторюсь, плюральность — это сеть небольших сообществ, как тех же блогов, серверов, чатов, каналов. Чем же они тогда объединены? Похожим опытом и ценностями, уважением к границам, самоопределением, разнообразием голосов и, самое главное, бережностью или же просто уважению к своим системновцам или же соседям по голове. Таким образом, если подводить итоги этого раздела, плюральное сообщество держится не на структуре, а на общем опыте общения с своими спутниками. Его цель — не строить учения, а дать возможность быть услышанным. Чем больше таких честных голосов, тем меньше давления будет. И больше пространства для творчества, взаимной поддержки, общения. Потому что, когда тебе нечего скрывать от других, ты охотно идешь на контакт с обществом. Это больше похоже на адаптацию к жизни и миру, нежели его ограждению, чего ожидается от деструктивного движения, секты и так далее. По крайней мере, мне хочется в это верить, пусть и на плюральности все не держится, и иногда синглетность чем-то выгоднее. Этому я посвятил следующий раздел. Плюралы, синглеты и право жить по-своему. Получается, что плюральность — это способ жить, и у него есть как плюсы, так и минусы, о которых не все думают, когда хотят именно стать системой и завидуют такому образу жизни. Об этом был неплохой ролик от креативного переводчика «Почему тебе не нужна тульпа?». Но там можно применить и к другим спутникам. По сути, мы переходим сейчас от коллективных проблем снаружи к коллективным проблемам внутри. Этот образ жизни требует постоянных переговоров с собой. Умение слушать самые неожиданные мысли и идеи. Фильтровать и учитывать мнение каждого. Также способности ценить чужую, внутреннюю автономию, а также много терпения. Особенно если ты в системе берешь роль такого организатора жизни. Если что-то специфическое, а не то, что и так понятно с физическими людьми, ну, допустим, множественность иногда может ощущаться как одиночеством в толпе. Ты вроде бы окружен другими, но сильной связи с ними не чувствуешь.
Это нормально, потому что и в обычном мире такое происходит, но принять такое бывает тяжело, потому что если снаружи тебя не понимают, думаешь, что хотя бы внутри будут. Внутри не понимают, тогда что я такое? И это звучит довольно депрессивно, согласитесь. Но опять-таки я сказал, что это может быть такой опыт нельзя наложить на всех. Кому-то же будет тяжело с тем, что невозможно всех обнять, услышать, увидеть, или же избавиться от импульсивных голосов, которые не нравятся, с которыми не договориться, которые вредят. Может быть проблемой в том, что не получается наладить общую память или же коммуникацию. Поэтому, если посмотреть с практической стороны, плюральность — это не только ресурс, который что-то дает ведущему, хосту, фронтищему. Это еще и нагрузка, это еще и ответственность. Физические люди вокруг утомляют, удивляют, требуют внимания. А плюральность — это все происходит внутри одной главы. Для кого-то это поддержка, для кого-то это процесс, требующий сил. Иногда на долгие годы. Поэтому многим безопаснее учиться самоподдержке с психологом или же проходить свой жизненный опыт, но никак не становиться системой. Это не решит сразу все текущие проблемы, а скорее распределит их между несколькими участниками. И не все будут согласны вам помогать. Не все будут этому рады. Звучит так, как будто бы я говорю только вот про создание спутников, но некоторые могут быть с вами уже довольно-таки давно и прекрасно понимать, о чем я говорю. Плюральность — это не золотая антилопа, которая обещает только хорошее. Это и работа над собой, которую можно сделать и будучи плюральным. Отсюда тогда вопрос, если все так трудно, зачем? Зачем оставаться системой? Зачем налаживать коммуникацию? Может быть, лучше слиться? Как и говорилось, чтобы быть с собой честным. Иногда, когда долго что-то игнорируешь, оно начинает всплывать вновь. Таких спутников игнорировать, то они никуда не уйдут. Самообвинение в том, что я это все выдумали, просто не сработают. И поэтому играть против них нет смысла. С ними все равно придется столкнуться, может быть, не в образе спутников, может быть, в образе импульсивных, визуально мыслей, может быть, в виде поступков, которые вы не осознавали, может быть, как угодно. Но если этот опыт уже узнается, присутствует, значит, он для чего-то нужен. И игнорировать, отрицать, насильно как-то менять смысла нет. Это уже значимая часть жизни, с которой можно жить. Не хуже и не лучше других. Иногда синглетность выгоднее. Она легче вписывается в социальные медицинские ожидания. Вы можете не быть в цене и доработать что-то в терапии, но при этом не шататься годами по больнице, чтобы понять, а что же с вами. Или же вовсе доказывать и просвещать своих же врачей. Насколько я знаю, такое бывает не только с ДРИ, но и с нейроотличным сообществом. С ДВГ, раз. Там тоже приходится самопросвещаться. Плюральность многие просто не верят, когда сталкиваются. Могут уйти в отрицание, либо же вовсе пугаются. Это нормально для синглетов. Для них такое непривычно и неестественно. И поэтому такие образы злого второго «я», «моя тень», «злобный брат-двойник» появляются в искусстве. Ведь если это другое «я» равно мне, то почему оно должно относиться ко мне хорошо? Но множественность — это не битва за тело,
а скорее общежитие, где вы все строите отношения друг с другом, и над ними надо работать. В общем, синглетность — это более привычная модель поведения, которым окружающим просто проще читать. Но это не делает плюральность менее жизнеспособной. Оба опыта нормальные, оба могут быть психологически устойчивыми. Это не какая-то особенность конкретной группы. Устойчивость — это навык, который можно развивать в своем темпе, скоростью, например, в той же терапии. И тогда вопрос встает не о том, а надо ли быть системой, как кто-то там успешный, а о том, какой путь подходит именно вам. К счастью или нет, такому учится на своем же опыте. Наставничество другого может вам подсветить этот путь, но шагайте по нему все равно вы. Выводы. Популяризация плюральности — это не вербовка в тайное сообщество, не соревнование, кто правильно договорился с альтерами, создал тульпу или приблизился к божеству. Это способ расширить картину мира. Это объяснение своей странности, если можно так сказать. Один из многих. Если наш подкаст или блог кому-то помогает, отлично. И если вдохновляет на самопознание или обращение за помощью, вообще класс. Но ни я, ни Кахост, ни гуру в психологии. И мы точно не знаем, как вам лично надо. И даже будь у меня психологическое образование, я не уверен, что использовал бы его в плюрал-контенте. Хотя, несомненно, спрос на это есть. Мне кажется, что множественность должна быть не только в кабинетах и исследованиях, но и просто в обществе. Обычно я говорю Кахосту так. Мир шире, чем кажется. Плюральность — один из его проявлений. Можно быть синглетом и жить счастливо. Можно быть системой и жить комфортно. Можно двигаться между состояниями. У каждого свой путь. Главное, все эти слова — травмогенный, эндогенный, тульпа или альтер, хвост как первоначальная личность или же как роль — воспринимать как ярлыки. Их лучше примерять под себя, а не подстраиваться под них. Ведь это скорее как ориентир, маяк. Он нужен для того, чтобы знать, где Земля, но не приближаться к нему вплотную, иначе разобьется корабль. Но если что, к этому нельзя не пришвартоваться и не путешествовать дальше. Какая-то очень сложная метафора, но в общем, хотелось бы на этом закончить сегодняшний выпуск. Спасибо, что были со мной в этом эпизоде. Если тема откликнулась, напишите пару строк или поставьте лайк. Мне интересно услышать вашу обратную связь. Новеньким добро пожаловать, тем, кто остается со мной, отдельное спасибо. Эпизоды выходят раз в месяц. За анонсами и материалами можно следить в телеграм-канале. Там же я делюсь мыслями о плюральности и тем, что предшествует подкасту. Если вам интересна альтернатива наставничеству, то можете заглянуть в группу равной поддержки «Меня слышно». Ссылка на заявку в описании. А с вами был Кейл, друг и сосед по голове. Услышимся снова в одной комнате.